Я знаю, что многие сталкиваются с этими проблемами, когда ты вроде бы все правильно делаешь. Выбрал правильный оттенок и оксид. Время выдержки соблюдено. Цвет ложится пятнами, либо уходит в затемнение, либо смывается за 2 шампуня. И казалось бы, ты красишься все время одной и той же краской. Что пошло не так в этот раз? Проблема может быть элементарна. Если вы мастер, для вас эта информация будет максимально полезной. Вы можете своим клиентам описывать эту историю прям моими словами, чтобы они поняли, для чего это все делается. А если вы делаете окрашивание волос сами себе дома, уж тем более вам нужно знать эту информацию. Сегодняшняя тема это про то, что ой, я и так все знаю. Но когда я провожу консультации, большинство людей сталкиваются с этой проблемой, которая возникает после того, что человек просто не в курсе вот этой сегодняшней темы. Поэтому я решила вам ее преподать. В окрашивании волос не бывает лишних информаций. Итак, let's go, друзья! Hi everyone, с вами Ева Лорман. Я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Где меня найти? Все ссылки на мои соцсети в описании и в моем закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу туда вставлять разные полезные ссылки на материалы, которые я упоминаю в своих видео. Вдруг что-то появляется очень актуальное. И смотрите видео до конца, в конце всегда горячее объявление. Я рада приветствовать всех, кто хочет разбираться в окрашивании волос не на глаз, а по науке. И сегодня я буду вам читать лекцию. Можно сказать, небольшой экскурс в колористику, что пошло не так в этот раз. Проблема может быть элементарна в неправильной подготовке волос перед окрашиванием. И не надо думать, что это такая ерунда, что не стоит внимания. На самом деле в окрашивании волос абсолютно все стоит одинакового внимания. От начала до конца. Итак, почему подготовка волос – это серьезная вещь? Первое, с чем мы работаем во время окрашивания волос. Кутикула. Кутикула – это чешуйчатый защитный слой волоса. Кутикула у каждого человека может быть прикрыта, хорошо прикрыта, без зазоров, средне открыта, а также распахнута. И это даже все влияет на то, как правильно подготавливать волосы к окрашиванию. Вторая вещь, с чем мы работаем, это кортекс. Середина волоса, куда проникает пигмент. И третья вещь, с чем мы работаем, это липидный слой. Жировой слой, которым покрыта наша кожа и волосы. Как проходит окрашивание? Краситель должен пробраться под кутикулу, проникнуть в середину волоса и там закрепиться. Но если на этом пути у него будет плохо раскрывающаяся кутикула, какой-либо уход, запечатанный очень часто, жировой слой, липидная пленка, никакой краситель не сможет как надо проникнуть в структуру волос и там закрепиться надолго. Так что подготовка волос – это совсем не абстракция, и это не развод на деньги в салоне. Но опять же, именно в салоне, где мастера действительно понимают, что они делают. Разберем все варианты окрашивания. Стойкое перманентное окрашивание, где краситель с оксидом смешиваются, раскрывается кутикулярный слой и пигмент проникает в структуру волос. Второй вариант – тонирование или нестойкое окрашивание, временное окрашивание, когда краситель остается на поверхности волос. К такому окрашиванию можно отнести все оттеночные шампуни, маски, кондиционеры и прямые пигменты. Итак, разберем. Стойкое перманентное окрашивание. Основное правило – нужно будет помыть голову за 24 часа до процедуры, но есть и исключения. Почему берется именно 24 часа? Ну, то есть сутки. За это время на поверхности кожи головы и даже частично волос успевает сформироваться защитный слой себума. Жировой слой, которым покрыта наша кожа и волосы. Именно это количество не мешает пигменту проникать в волосы, но снизит агрессивное воздействие на кожу. Если мыть голову прямо перед окрашиванием,
защитный барьер исчезает, и кожа становится более чувствительной. Особенно это касается людей с чувствительной кожей. От этого может появиться жжение, дискомфорт, покраснение и все вот эти вот неприятные ощущения. Но если не мыть голову 3-4 дня, излишнее количество загрязнений мешает равномерному распределению красителя. В итоге получаются пятна и неокрашенные участки. Но есть важные исключения. И именно здесь проявляется мастерство. Нужно учитывать индивидуальные особенности каждого клиента. Если у клиента повышенное потоотделение и очень жирная кожа головы, лучше вымыть голову за 2-4 часа до окрашивания. Иначе избыток кожного сала и загрязнений могут размыть цвет у корней, и может получиться эффект грязных корней даже при идеально подобранном оттенке. Если кожа головы сухая, чувствительная или склонная к раздражениям, можно оставить такие волосы чуть более несвежими, помыть голову за 48 часов до процедуры окрашивания волос. Это тоже даст дополнительную защиту от агрессивного воздействия красителей. А вот если вы планируете делать тонирование какими-нибудь оттеночными средствами, шампуни, маски, кондиционеры или даже пигменты прямого действия, тут правило простое: только на чистые волосы. И, конечно же, на моем канале очень много блондинок. Возникнет вопрос, как подготавливать волосы и голову перед нанесением осветляющих продуктов. Но здесь примерно та же история, что и с перманентным окрашиванием, стойким окрашиванием. Но есть одно но. Задача осветления – это осветление волос в первую очередь. И если осветляющий состав нанести на излишне грязную голову или волосы, он очень сильно проседает в этом качестве. Воздействие, в принципе, на качество волос будет такое же, сама система осветления будет идти на десяток процентов хуже. То есть, если вы хотите добиться чистого фона осветления, то нанесение составов именно на достаточно чистую голову – это тоже важное условие. Но тоже не так, что вы собрались сейчас делать осветление, голову вымыли и начинаете это делать. Нет, минимум выдержки 24 часа, если более 24 часов, либо увеличенное потоотделение как индивидуальная особенность. Это все приведет к ослаблению состава. То есть здесь вы должны делать сами этот выбор. Какая ваша задача? Я на себе тестила разные виды порошков. Могу сказать, что они тоже по-разному себя ведут. У них разные могут быть базы, разные компоненты и так далее и тому подобное. Поэтому тут все зависит, конечно же, и от самого порошка, и от вашей задачи. Потому что порошки бывают осветляют на 5 тонов, а бывают осветляют на 9 тонов. Поэтому вы сами тут должны включать логику. Какая ваша задача, чем вы работаете, и чем более агрессивный состав, тем, скажем так, жирность головы должна быть чуть больше. Но излишняя жирность даже при порошковом осветлении тоже не приветствуется. Поэтому смотрите по ситуации. Если нормальное потоотделение, тоже минимум 24 часа у вас запас. Если повышенное потоотделение, тут уже нужно будет как-то балансировать. Но точно не надо наносить эти составы на только что вымытую голову. Что нельзя делать перед окрашиванием и почему это критично? Нельзя наносить несмываемые средства за 24-48 часов до окрашивания. Все кремы, масла, сыворотки, спреи создают на поверхности волос пленку. Для укладки это может быть и хорошо, а вот для окрашивания волос плохо. Пигмент просто не проникнет сквозь эту пленку в структуру волоса. Перед процедурой нужно отказаться тоже за несколько дней от масок с глубоким восстановлением. Если вы активно используете составы, которые запечатывают кутикулу, восстанавливают дисульфидные связи, что делается на самом глубинном уровне структуры волос, то эти составы перед окрашиванием не надо применять.
Эти составы также делают волосы более закрытыми и невосприимчивыми к пигментации. Что касается более долговечных процедур, таких как ботокс, кератиновое выпрямление, нанопластика, то эти процедуры надо делать за 2-4 недели до окрашивания, потому что они меняют структуру волос, закрывают намертво кутикулу и могут полностью заблокировать проникновение пигмента в структуру волоса. В результате цвет может вообще не взяться, ну или взяться пятнами. Еще один момент: нужно избегать горячей укладки за 1-2 дня до окрашивания. Фены, утюжки благодаря высоким температурам всегда пересушивают волосы, что делает их более пористыми. С одной стороны, это может показаться плюсом для окрашивания, пористость, но с другой стороны, отсутствие воды или влаги в волосах приводит к неравномерному впитыванию пигмента, а потом уже и повышенной ломкости волос. И еще одна процедура, которую точно не нужно делать перед окрашиванием – скрабы для кожи головы за день, за 2 и даже за 3 дня до окрашивания. Скрабы отлично удаляют ороговевшие клетки и излишки себума, но они также делают кожу головы более чувствительной. И в сочетании с красителем это однозначно приведет к раздражению даже той кожи головы, которая вообще никогда не была настолько чувствительна к красителям. Теперь правило, как правильно очистить волосы перед окрашиванием, перед стойким перманентным окрашиванием. Выбираем шампунь. Если вы пользовались разного рода глубокими восстановлениями, масками, спреями и все, что я ранее перечислила, нужно будет помыть голову сульфатным шампунем, даже если вы не любите это слово. Именно сульфатные шампуни, они достаточно глубоко проникают в структуру волос и вымывают вот эти все на данном этапе ненужные нам составы. Также может подойти специальный шампунь глубокой очистки, но не всегда и не всем. Если у вас есть такой шампунь глубокой очистки, вы его любите, знаете, пожалуйста, можете им воспользоваться перед окрашиванием. Если вы никогда этим не пользовались, особенно это касается блондинок, шампуни глубокой очистки для вас это слишком агрессивный состав. Перед окрашиванием вам достаточно будет воспользоваться просто сульфатным шампунем. Шампунь должен быть, в принципе, без каких-либо дополнительных восстанавливающих свойств. Для нормальных волос, в принципе, это идеально. А вот для сухих, тонких, поврежденных, в принципе, можно воспользоваться и бессульфатным шампунем, для того, чтобы не пересушить волосы. Блондинкам тоже можно воспользоваться бессульфатным шампунем. Обязательно нужно тщательно смыть шампунь, потому что я знаю, очень многие люди недооценивают качество шампуня или свойства шампуня. Шампунь очень глубоко проникает, и его нужно обязательно очень хорошо смывать, чтобы краситель лег равномерно. Если вы не смоете шампунь, краситель там не ляжет никогда, потому что он вступит в реакцию с шампунем, и там происходят другие уже химические реакции. Я сама лично на себе не раз это видела, и на клиентах тоже. Когда ты клиенту моешь голову в мойке, это ужасно неудобно, но приходится на это тратить достаточно много времени. Когда ты моешь, это я про осветление сейчас говорю, когда мы пытаемся смыть осветляющий порошок с волос, и мы моем, и где-нибудь чуть-чуть останется недомытый участок, все, тонирование там не ляжет. Если вы видите, что не легло тонирование, то это 100% недомытая голова. Обязательно нужно смывать шампунь долго. И, кстати говоря, я это часто вижу и в соцсетях, когда девушка показывает что-то на себе, там вроде бы как все хорошо, и осветлилась, и вроде бы фон осветления хороший. Наносит тонирование и видит, что оно местами не взялось. Либо вообще где-то там не взялось на корнях, близко к корням. В общем, обязательное условие – идеально смыть шампунь. Вот просто идеально, чтобы там и близко его не оставалось. После шампуня
я лично рекомендую нанести обязательно кондиционер. Для чего это делается? Объясняю, скажем так, на пальцах. Молекулы кондиционера проникают в глубокую структуру волос, там, где она повреждена, и они заполировывают, как кирпичики, эти места. И это нам тоже очень важно во время окрашивания волос. Но его нужно тоже смыть перед окрашиванием. Многим может показаться, что это деньги на ветер. Мы только нанесли и тут же это все смываем. Что это за дичь? На самом деле это не дичь. Строение волос чаще всего неравномерное. Где-то есть провалы, где-то их нет. И для того, чтобы краситель равномерно лег на поверхности или внутри в структуре волос, глубокие там какие-то повреждения желательно защитить от красителя. И когда вы наносите кондиционер, выдерживаем его минуту, а потом смываем, мы как раз таки и защищаем эти глубокие повреждения от проникновения красителя. Потому что краситель не обязательно должен прям в глубину проникнуть. Это даже нехорошо. Он должен находиться на своем уровне, на своем безопасном для волос уровне. А когда он проникает в эти повреждения, для волос, еще раз повторяю, это нехорошо. Поэтому, если волосы сильно повреждены, кондиционер обязательно нужно нанести. Вот, в принципе, самый основной алгоритм. А теперь разберем частые ошибки, которые я вижу в соцсетях. Я всегда крашу волосы на грязную голову, и у меня все нормально. Понимаете, когда вы только о себе говорите, это один момент. А когда мастер работает с клиентами, и в течение дня он может обслужить до 10 человек, и представьте себе, сколько это людей за месяц, потом за год, потом за десятилетие и за 22 года работы колористом, это уже другая история. Поэтому замечательно, когда человек видит, что у него все прекрасно с окрашиванием даже на грязные волосы, но совершенно другая картина может быть у профессионалов по статистике. А второе, у нас могут быть разные понятия о качественном окрашивании волос. Если человека это удовлетворяет, его домашний результат, это один момент. А когда мы работаем в салоне, это уже другой момент. И результаты, на которые надеются клиенты, которые посещают салоны, они могут отличаться все-таки от домашнего окрашивания. Вот эти все правила, они же ведь придуманы не просто так. Они опираются на химическое строение волос, на физическое строение волос, на химию составов, а там везде логические цепочки. Следующий вопрос может возникать: а если я помою голову шампунем из масс-маркета? Про шампуни из масс-маркета выйдет видео, специальное видео. Я обязательно вам расскажу, что такое шампуни из масс-маркета. И на данном этапе, раз мы рассматриваем эту процедуру с профессиональной точки зрения, то мы должны также и использовать профессиональные средства, потому что шампуни из масс-маркета – это кот в мешке. Давайте эту тему я разовью, потому что она достаточно большая, обширная, и она в этот ролик уже просто не вписывается по таймингу. Слишком будет огромный ролик. Но имейте в виду, что я подготовила это видео, оно уже в монтаже скоро выйдет. Что такое шампуни из масс-маркета? Поэтому я вам советую, если вы делаете окрашивание волос в домашних условиях, потратьте чуть больше денег на то, чтобы приобрести шампунь. Потому что, понимаете, вот волосы, это кажется, что подумаешь, волосы, не зубы отрастут. Но нет, это только работает до тех пор, пока не появится проблема с волосами. Как только она появляется, эта проблема с волосами, уже нет такого отношения к волосам. Тогда уже начинаются безумные поиски чего-либо, лишь бы волосы вернуть в свое прекрасное, там какое-нибудь блестящее состояние. Поэтому экономия с волосами – это экономия на себе, на своем собственном настроении. Причем у 90% женщин настроение улучшается, если улучшится качество волос. Это, можно сказать, единственное из всего нашего организма, что можно сделать быстро, красивым и блестящим. Это все делается, можно сказать, даже вот так.
Все остальное, это там требует хирургических каких-то вмешательств, там, косметологов и все такое. Это все долго, дорого. Порой косметическая процедура в виде операции, это вообще далеко не каждый может на это решиться по разным причинам. Волосы – это единственная наша часть, на которую мы можем воздействовать и видеть сразу результаты. Следующий момент, который также может повлиять, например, вы приходите к мастеру на окрашивание и не говорите ему, что вы сделали там позавчера глубокое восстановление волос. Мастер, конечно же, тот, который неопытный, он и не спросит. Опытный спросит, а вы можете не признаться. А можете и забыть вообще, а можете и не знать, что вот эта маска, которой вы все время пользуетесь, она оказывается для глубокого восстановления волос. Такое тоже может быть. И тут уже как повезет, 50 на 50. Если получится сделать хорошее окрашивание, замечательно. Но если вдруг это окрашивание быстро смывается, думайте о том, что же вы сделали до этой процедуры не так. То есть логику включаем. Потому что для нас что? Самое главное – результат. Получить результат. Чтобы его получить, надо еще и самому в этом результате участвовать. Потому что мастер не всегда может задавать вам правильные наводящие вопросы. И вы не всегда можете, вообще, опять же, повторяюсь, но вы можете не всегда понимать, чем вы пользуетесь в домашних условиях. Даже профессиональными средствами. Поэтому перед окрашиванием задайте вопрос мастеру. Посмотрите на структуру моих волос. Но не уверена, что все мастера, конечно, поймут, о чем вы говорите. Ну ок, все равно попытка не пытка. Поэтому, друзья мои, подготовка волос к окрашиванию – это вообще не про растянуть вам чек и время в салоне. Ну, по крайней мере, у профессионала. Мне кажется, на самом деле, когда к профессионалу идешь, там уже понятно, сколько это будет стоить. И плюс-минус вот этот вот небольшой дополнительный пункт, он не сильно ударит по карману. Но все равно большинство людей ходит, конечно, не к суперпрофессионалам с высокими чеками, а обычные парикмахерские, какие-то обычные такие средние салоны. И у многих людей складывается именно такое впечатление, что мытье головы вдруг перед окрашиванием, если сильно грязные волосы, это уже растянуть чек. Нет, на самом деле не всегда так. И даже, например, если вы пришли, а мастер сказал, что у вас слишком грязная голова, и он вам предлагает помыть голову перед процедурой окрашивания, этого не надо сильно бояться, если это не осветление. Просто нужно нанести сначала шампунь, хорошо все промыть и обязательно нанести кондиционер. Еще лучше было бы мастеру в этот момент воспользоваться специальными спреями, которые наносятся на чувствительную кожу головы перед окрашиванием. Они тоже замечательно защищают кожу. Просто не всегда им надо пользоваться, но в данной ситуации, когда уже выхода нет, надо делать окрашивание, голова грязная, надо голову помыть, а нам слишком чистая голова тоже не подходит, соответственно, надо на рабочем месте всегда иметь такой спрей для защиты кожи головы. Ну а если так получилось, что пришлось помыть голову перед окрашиванием, нанесли состав, например, осветляющий или краситель, и кожа головы раздражена, что делать? После уже всей этой процедуры нанесите, есть специальные успокаивающие лосьоны, они чаще всего представлены в профессиональных линейках, которые восстанавливают раздраженную кожу головы, то есть успокаивают ее. Если это для вас недоступно, в последнюю очередь можно применить пантенол. Такой есть спрей. Но почему я его не рекомендую всем подряд? Потому что он прекрасно смывает краситель. Может так оказаться, что вы покрасились, раздражение получили, нанесли пантенол и красителя нет. Ну, то есть вообще как бы тоже не самая лучшая заключительная фаза вашего окрашивания. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома».
Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени. Как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность. В каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Как сделать себе вот такой цвет волос, такое окрашивание, я уже сняла это видео, поэтому кому эта тема интересна, следите за выпусками, оно скоро будет в общем доступе. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.